Эрдогана просят на выход. Президент Турции сделал новое заявление из-за протестов в стране. Услышат ли турки голос президента? Трамп отвечает Зеленскому на слова о том, что члены его команды попали под влияние российской пропаганды, что пообещал американский президент. В Вашингтоне заявляют, Россия не победит Украину, а Украина Россию. Стороны близки к миру. Когда утихнут бои? Депардье явился в суд. Звезда французского кино встретился с теми, кто обвиняет его в сексуальном насилии. Украденный немцами самолет во времена Второй мировой нашли. Скандал из-за раритета. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Турция пылает. Массовые протесты после ареста главного соперника Эрдогана продолжаются. Водометы, слезоточивый газ и тысячи задержанных. События, происходящие в стране, называют крупнейшими протестами за последние 10 лет. Акции прошли в 55 из 81 провинции Турции. Люди скандируют «Эрдоган, уходи» и требуют справедливости. Несмотря на арест, Имамоглу выдвинули кандидатом в президенты. Он назвал свой арест черным пятном на демократии и призвал людей выходить на улицы. Сам же находится в тюрьме. Эрдоган продолжает обвинять протестующих в разрушении страны, продолжает словесно уничтожать оппозиционеров, а МВД угрожает жесткими мерами. То, что мы увидели за последние 5 дней, дало нам возможность увидеть правду. В такой стране, как Турция, есть главная оппозиционная партия, которая слишком мала, слишком примитивна и слишком слаба с точки зрения дальновидности, видения и качества. В очередной раз стало очевидно, что им нельзя доверять управление страной, не говоря уже о местных органах власти или даже буфете. Аресты Имамоглу и его сторонников последовали за масштабными репрессиями последних месяцев, которые прокатились по всей стране и были направлены против оппозиционных политиков, журналистов и представителей индустрии развлечений, пишет BBC. Оппозиционеры утверждают, что аресты политически мотивированы, однако Министерство юстиции раскритиковало тех, кто считает, что за этими арестами стоит Эрдоган, и настаивает на независимости судебной системы. Напомню, что Имамоглу обвиняют в связях с террористами и коррупционных схемах. Коррупционеров судят и в РФ. В Москве начался суд по делу бывшего зама Шойгу Тимура Иванова. Это громкое дело о миллиардных махинациях. Иванова обвиняют в растрате 216 миллионов рублей на покупку паромов для Крыма и присвоение почти 4 миллиардов рублей банка Интеркоммерц. Вместе с Ивановым судят экс-главу оборонлогистики Антона Филатова. По версии следствия, они действовали в организованной группе. Процесс стартовал с жестких мер заграждения, ограниченный доступ, только родные и избранные СМИ. Прокуроры звезды судебных баталий, известные по делам Калви, Захарченко, Абызова, Иванов и Филатов, вину не признали. Как считаете, какого наказания заслуживают коррупционеры? Напишите в комментариях. Трамп и Зеленский уже скоро поставят подписи под соглашением о редкоземельных минералах Украины. Американский президент заявил, что сделка почти готова и ее подпишут в ближайшее время. Кроме того, Трамп говорит, что сейчас ведутся переговоры о территориях Украины, а также о линиях разграничения. Кроме того, стороны обсуждают вопросы энергетики. При этом республиканец странно ответил на вопрос, как относится к тому, что члены его команды попали под влияние российской пропаганды. Так считает, в частности, Зеленский. Возможно, на них действительно было оказано влияние. Чтобы этот вопрос наконец-то был решен, потому что Украина хочет его урегулировать. Думаю, им необходимо это сделать. Россия тоже этого хочет. Я уверен, что если бы я не был президентом, этого бы никогда не произошло. Марко делает отличную работу. Стив Витков, Майкл Уолтс хорошо справляются. У нас потрясающая команда, которая работает над этим. Это занимает значительную часть их дня, ведь речь идет о больших деньгах. Мы вложили так много, а в итоге получаем только долг. Россия не сможет победить в войне против Украины, равно как и Украина не сможет победить Россию. В этом уверен госсекретарь США Рубио. Он сказал, что Киев и Россия не придут к миру военным путем.
Я думаю, американский народ должен гордиться тем, что у нас есть президент, который выступает за мир и прекращение конфликтов на этой планете. Это война, которая длится уже 3 года, как вы отметили, которая, как вы справедливо отметили, никогда бы не началась, если бы вы были президентом. Но теперь она здесь, и ей нужно положить конец. У этой войны нет военного решения. Она должна закончиться путем переговоров. И в мире есть только один лидер, который способен усадить обе стороны за стол переговоров. В Москве и Киеве ждут результатов и деталей от официальных представителей, которые накануне провели переговоры с американцами. Переговоры российской делегации с делегацией США длились больше 12 часов. Закончились поздним вечером 24 марта, и стороны не раскрыли никаких деталей. Молча уехали из зала переговоров. СМИ РФ писали лишь о хорошем настроении представителей. Итоговое заявление будет озвучено уже сегодня в течение дня. Напомню, что стороны перед началом переговоров говорили, что главный вопрос на повестке – это прекращение огня в море. Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в РФ. В Госдепе США заявили, что разногласия между Украиной и Россией, а также то, что последует после завершения войны, можно будет обсудить только после полного прекращения огня. Сейчас же стороны стали как никогда близки к миру. Зеленский же назвал российскую делегацию в Эр-Рияде командой войны и подтвердил, что с украинцами представители Вашингтона будут говорить дважды. Одна встреча уже прошла. Представители Соединенных Штатов говорили с командой войны с представителями России. После того снова встреча украинской и американской команд. Ожидаю также и нового доклада. Нам нужно движение к реальному миру, к гарантированной безопасности. Это нам необходимо всем. Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром. И чтобы дожать Россию к миру, нужны сильные вещи, сильные шаги. Как считаете, до чего договорились и верите ли вы в то, что Россия и Украина близки к миру? Напишите об этом в комментариях. Депардье на скамье подсудимых. Во Франции начался один из самых громких судебных процессов. Легендарный французский актер, 76-летний Жерар Депардье, оказался перед судом по обвинениям в сексуализированном насилии над 2 женщинами на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. 54-летняя Амели и 34-летняя Сара заявили, что Депардье домогался их, отпускал непристойные комментарии и трогал их без согласия. Амели рассказала, что актер силой схватил ее, прижал к себе и пытался лапать, пока его не оттащили телохранители. Сара утверждает, что Депардье трогал ее за грудь и ягодицы. За эти обвинения Депардье может получить до 5 лет тюрьмы и штраф в 75 тысяч евро. Перед зданием суда прошла акция протеста, на которой активистки требовали жесткого наказания для актера. Напомню, что 12 лет назад Депардье приехал жить в РФ, из рук Путина получил российский паспорт и, конечно же, гражданство. В прессе его неоднократно называли другом диктаторов. В своих предыдущих выпусках я рассказывал, что Депардье в свое время получил квартиру от Кадырова, а в 2022 году критиковал Путина за войну против Украины. Американский президент разбирается с полотнами. Трамп, в частности, принял подарок от Путина, но не раскрыл деталей, равно как и в Кремле не стали рассказывать, как выглядит презент, который Москва отправила в Вашингтон. Известно лишь, что речь идет о картине, но что на ней изображено и кто автор, не ясно. Единственное, что я вам могу сказать, что это действительно был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать, если сам президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать. О том, что подарок в принципе был, в прессе рассказал спецпосланник Трампа Уитков, который побывал дважды в Москве. Именно он и стал посыльным. Интересно, что накануне Трамп устроил целый скандал из-за своего портрета, который украшает стены Капитолия в Колорадо.
Этот портрет американский президент считает искаженным, безобразным и вообще уверен, что художница утратила свой талант в силу возраста. А что вы думаете о таком портрете Трампа? Похож или бы вы тоже обиделись? Напишите в комментариях. В Германии нашли самолет, похищенный у Нидерландов. Исторический истребитель «Фоккер», выставленный в немецком музее, может оказаться награбленным имуществом из оккупированных нацистами Нидерландов. Исследователь Бернхард Верли выяснил, что самолет, который считали немецким истребителем Первой мировой, на самом деле был голландским военно-морским самолетом. Его модифицировали и перекрасили, чтобы подарить Герингу, главному архитектору нацистской полицейской системы. Рейтер уточняет, как фальсифицировали историю. В 1980 году при реставрации под немецкой краской нашли голландские опознавательные знаки. Оказалось, что самолет переделали так, чтобы он выглядел как немецкий истребитель Первой мировой, ведь именно на таком воевал Геринг. Ключевой вопрос, на который ищут ответ, какая это модель. Если это Д-28, то он предназначался для голландского музея еще до войны. А если Д-20, то это просто авиационный металлолом. Во время недавних исследований нашли гравировку Д-28 13.9 1934. Но пока не ясно, относится ли она ко всему самолету или только к отдельной детали. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!